Планету снова сотрясают катастрофы. Природные силы вырываются из-под контроля. Пожары, торнадо, мощные ливни, оползни и наводнения оставляют за собой руины. Не переключайтесь. Самые громкие события за последние сутки в нашем выпуске. Вы на канале «Горизонт событий». В набережных Челнах прошел короткий, но интенсивный ливень, вызвавший масштабные подтопления. Затопило ключевые улицы города, включая набережную Табеева, проспект Мира, проспект Вахитова, улицу Академика Королева и перекресток улиц Татарстан и Сюембике. В 28-м комплексе уровень воды местами достигал уровня колес автомобилей. Подтопления зафиксированы также между Автозаводским проспектом и проспектом Ешлек. Некоторые подземные переходы оказались затоплены по крышу. Заторы протяженностью около 2 километров наблюдались на Московском проспекте, проспекте Мира, проспекте Вахитова и Автозаводском проспекте. На некоторых участках встали трамваи. Пострадали от воды торговые центры и дворы жилых домов. Сообщается, что муниципалитет ранее готовился к возможным паводкам, однако интенсивность осадков превысила расчетные возможности системы водоотведения. В Кении разбился легкомоторный самолет Cessna, который принадлежал Африканскому фонду развития медицины и исследований. Он потерпел крушение в жилом районе Мвихока, в округе Киамбу, под Найроби. В результате аварии погибли по меньшей мере 6 человек, 4 находившихся на борту и 2 в здании, в которое врезалось воздушное судно. Сообщается, что самолет направлялся из Найроби в Сомали. Сильный ливень, прошедший в Сочи в ночь на 8 августа, вызвал подъем уровня воды в реках и обширные подтопления. Наиболее пострадавшими оказались Лазаревский и Хостинский районы курорта. По данным администрации города, в предгорьях Лазаревского района выпало до 95 мм осадков, в прибрежной зоне более 40 мм. Непогода привела также к падению нескольких деревьев, перекрывших проезд. На федеральной трассе Джубга-Сочи в районе поселка Вардане из-за потопления временно перекрывалось движение. Городские службы Сочи перевели на усиленный режим работы для устранения последствий стихии. Друзья, у нас есть более подробный отдельный выпуск по данному событию, ссылку на него вы можете наблюдать в правом верхнем углу экрана. В результате проливных дождей в западной части Абхазии произошли подтопления, а в Рицинском национальном реликтовом парке на 14-м километре дороги возле Голубого озера сошел сель. Поток грязевых масс снес частные постройки и несколько автомобилей, а также перекрыл проезд по дороге к знаменитому озеру Рица. В национальном парке находится детский лагерь Апсар, проезд к которому также оказался заблокирован. Как сообщается, детский лагерь, находящийся на Аутхаре, от непогоды не пострадал, жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Спасатели совместно с сотрудниками национального парка проводят расчистку дороги. Власти просят граждан и гостей республики соблюдать осторожность и воздержаться от дальних поездок во время прохождения грозового фронта. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными эти катастрофические события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, происходило ли что-то подобное в вашем регионе. В курортной зоне Нальчика, столицы Кабардино-Балкарии, произошел обрыв троса канатной дороги, ведущей от городского парка к горе Малая Кизиловка. В момент ЧП в креслах находился 21 человек. Часть кресел упала, другие остались висеть в воздухе. В результате обрыва пострадали 6 человек. 5 получили травмы различной степени тяжести, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии. Еще 13 человек, застрявших на высоте, оперативно спустили на землю спасатели МЧС. Погибших, по официальным данным, нет. По предварительным данным, причиной аварии стал износ троса, эксплуатируемого с 1968 года,
однако точные причины будут установлены в ходе экспертизы. Крупный лесной пожар бушует в турецкой провинции Чанаккале. Пожар начался 8 августа на сельскохозяйственных полях в районе деревни Сараджаэли в округе Бига. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня, который вскоре перекинулся на лесной массив и приблизился к жилым зонам. По данным местных властей, огонь охватил около 1400 гектаров территории. Пламя вплотную подошло к кампусу университета 18 марта и государственной больницы имени Мехмета Акифа Эрсая в Чанаккале. Сильный дым от пожара серьезно ухудшил видимость и качество воздуха в городе. В результате пожара эвакуированы тысячи жителей, включая население как минимум 11 деревень вблизи Чанаккале. Эвакуация затронула жилые кварталы, расположенные вблизи очагов возгорания, а также районы, находящиеся под угрозой из-за быстрого распространения огня. По информации турецкой прессы, в больнице доставлены 83 человека, пострадавших от отравления дымом. Временно приостанавливалась работа аэропорта из-за пожара, начавшегося на открытой территории перед аэродромом. Судоходство через пролив Дарданеллы, соединяющий Мраморное и Эгейское моря, было полностью остановлено в обе стороны, чтобы обеспечить безопасность и дать возможность пожарной авиации набирать воду для тушения. Позднее транзит судов был частично восстановлен, но только в одном направлении. К тушению пожара привлечены около 300 человек, а также наземная техника и авиация. Власти задержали 4 человек по подозрению в поджоге. Сильные ливни, обрушившиеся на южный японский остров Кусю, вызвали масштабные наводнения, оползни и разрушения в префектуре Кагосима и соседней префектуре Миядзаки. Экстремальные осадки вызваны стационарным фронтом низкого давления, который застыл над западной частью Японии. В Кирисиме за 24 часа выпало более 500 мм осадков, что стало самым высоким показателем с начала метеонаблюдений в регионе. Хлынувшая вода на улице Кирисимы превратила их в бурные реки. По данным местных властей, более 530 тысяч человек в префектурах Кагосима и Миядзаки получили рекомендации об эвакуации, из них более 360 тысяч в Кагосиме. Сильные дожди парализовали транспортную систему региона. В Кирисиме и соседних городах были приостановлены железнодорожные и автобусные перевозки, десятки рейсов в аэропорту Кагосимы были отменены. Под воду ушли многочисленные подземные переходы, на дорогах образовались многокилометровые пробки. В некоторых районах, таких как Аира и Кирисимы, из-за повреждений инфраструктуры пропало водоснабжение. В районе города Кератеа, расположенного примерно в 30 километрах к юго-востоку от Афин, вспыхнул крупный лесной пожар, который быстро распространился из-за сильных ветров, достигавших 80-100 км в час. Огонь охватил около 1400 гектаров, пострадали сельскохозяйственные угодья и лесные массивы. Пламя также приблизилось к жилым зонам, уничтожив несколько домов и повредив инфраструктуру. По данным местных властей, пожар развивается на нескольких фронтах одновременно, что затрудняет его тушение. Власти Греции оперативно организовали эвакуацию нескольких сотен жителей из районов Кератеи, включая деревни Дросия, Харвала Кератеас и Палия Камариза. Движение на дороге Кератеа-Анависос было перекрыто для организации прохода пожарной техники. Жителям рекомендовано не возвращаться в пострадавшие районы без разрешения властей из-за сохраняющейся опасности. Для борьбы с огнем в Кератее задействованы около 200 пожарных, 11 самолетов и 12 вертолетов, сбрасывающих воду на очаги возгорания. В труднодоступной местности возможно только тушение с воздуха, но сильный ветер существенно усложняет работу авиации, снижая эффективность водяных сбросов. Сильные дожди в провинции Ганьсу на северо-западе Китая продолжались в течение суток, вызвав стремительные селевые паводки в уезде Юйчжун, входящем в состав города Ланчжоу.
За 24 часа выпало 220 мм осадков, это почти годовая норма для этого засушливого региона. Потоки воды и грязи хлынули в жилые районы, смывая дома, дороги и инфраструктуру. Наводнение затронуло как сельские деревни, так и городские территории, посеяв хаос и разрушение. По данным местных властей, подтверждена гибель 10 человек, и еще 33 человека остаются пропавшими. Наводнение стало одним из самых разрушительных в регионе за последние десятилетия. Китайские власти оперативно организовали масштабную спасательную операцию, в которой задействовано 560 сотрудников пожарно-спасательной службы. Спасатели работают в условиях продолжающихся дождей и риска новых селей, что значительно усложняет задачу. Одновременно продолжается эвакуация жителей из зон риска, местные власти призывают население искать убежище на возвышенностях. Мощное наводнение, вызванное сильными ливнями, обрушилось на общину Имаун в провинции Уарзазат, расположенной в юго-восточной части Марокко. За несколько часов выпало до 47 мм осадков, что эквивалентно значительной части годовой нормы для этого засушливого района, страдающего от многолетней засухи. Стремительные потоки воды хлынули по долине Урик, сметая все на своем пути. Община Имаун, находящаяся вблизи горного массива Высокий Атлас, оказалась в самом центре стихии. Потоки воды и грязи затопили улицы, разрушили нескольких домов, повредили дороги и коммуникации. Власти подтвердили гибель 7 человек, и еще 8 остаются пропавшими, их поиски продолжаются. Спасательные команды круглосуточно работают в условиях продолжающихся дождей. Доступ к некоторым районам затруднен из-за разрушенных дорог и мостов. Вблизи туристической базы Тайнак в Ольхонском районе Иркутской области микроавтобус с 17 пассажирами скатился в озеро Байкал. Инцидент произошел днем 8 августа на острове Ольхон. Микроавтобус, перевозивший 17 пассажиров, остановился для высадки одного из них. По данным прокуратуры Иркутской области, водитель покинул салон, чтобы закрыть дверь, но не поставил транспортное средство на ручной тормоз. Это привело к тому, что автобус начал самопроизвольное движение и скатился по склону прямо в озеро Байкал. По данным региональной прокуратуры, в результате аварии пострадали 9 человек. 2 пострадавшим потребовалась госпитализация, остальные были осмотрены медиками и отпущены домой. По предварительным данным, тяжелых травм удалось избежать. Экстренные службы оперативно организовали эвакуацию пассажиров из автобуса, который частично оказался в воде. На месте продолжают работать полиция и следователи, чтобы установить все обстоятельства происшествия. В одном из парков развлечений в Китае аттракцион 360 градусов вчера застрял в перевернутом положении и начал неконтролируемое вращение. Инцидент вызвал панику и крики среди людей, находившихся как на аттракционе, так и среди зрителей внизу. Спасательные службы быстро прибыли на место и приступили к эвакуации пассажиров. Сообщается, что обошлось без серьезных травм, в основном отделались стрессом. Причина сбоя оборудования устанавливается. Сильные муссонные дожди в индийском штате Карнатака вызвали масштабное наводнение в деревне Елам-Магадда, расположенной в округе Белагави. Деревня, расположенная недалеко от города Саундати, оказалась в эпицентре наводнения из-за переполнения местных водоемов и реки Малпрабха, протекающей рядом с храмом Еламма. Обильные осадки затопили низинные районы, пострадали сельскохозяйственные поля и жилые зоны. Вода проникла в дома, повредила дороги и заблокировала доступ к храмовому комплексу Еламма, который является важным паломническим центром, привлекающим тысячи верующих из Карнатаки, Андхра-Прадеш, Махараштры и Гоа. Сообщается, что зона Джагулабхави, где паломники традиционно принимают ритуальные омовения перед посещением храма, также пострадала от наводнения.
Спасательные службы работают над эвакуацией жителей из зон риска и расчисткой образовавшихся завалов. Метеорологи прогнозируют продолжение осадков в ближайшие дни. Жителям рекомендуется избегать зоны вблизи рек и низин, а также передвижение по затопленным дорогам. На южном склоне вулкана Везувий, в районе города Терциния, 8 августа вспыхнул крупный лесной пожар. Огонь, подпитываемый сильными ветрами и высокими температурами, стремительно распространился, достигнув высоты 1050 метров и угрожая национальному парку Везувия. Густой дым от пожара накрыл Неаполь. К тушению пожара привлекли несколько пожарных бригад, а также 2 самолета и вертолет, однако пламя остается неконтролируемым. Сохраняется угроза для районов, прилегающих к Монте-Соммо. Жители Карымского района Забайкальского края столкнулись с массовым нашествием мотыльков. Село Урульга и поселок Карымское оказались в эпицентре необычного природного явления. Тысячи насекомых облепили дома, заборы, фонарные столбы и линии электропередач. Нашествие мотыльков началось в начале августа. Пик активности пришелся на 5-8 августа. Биологи поясняют, что речь идет о непарном шелкопряде виде, известном своими периодическими вспышками численности, которые связаны с благоприятными климатическими условиями, такими как теплая и влажная весна, способствующая выживанию личинок. Очаг гусениц, вероятно, находился в лесу неподалеку от Урульги, что и привело к массовому вылету бабочек. Яркий метеор сгорел в атмосфере над Иркутской областью и Бурятией. Яркий болид в небе наблюдали в нескольких населенных пунктах, включая Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское и Улан-Удэ. Астрономы предполагают, что метеор был частью метеорного потока Персеиды, который ежегодно активен с середины июля до конца августа и представлял собой крупный фрагмент кометного материала, который вошел в атмосферу на высокой скорости около 60 км в секунду и сгорел на высоте 30-50 км. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.